Здравствуйте. Я рожала в Санкт-Петербурге в родильном доме имени профессора Снегирева. За многолетнюю историю этого роддома здесь увидели свет 750 тысяч маленьких петербуржцев. Двое из этих деток мои. Я их рожала в 93-м и в 94-м годах. Незадолго до родов родственники предусмотрительно стали искать знакомых в сфере родовспоможения. У папы моего мужа был сослуживец, и его жена была акушеркой и работала в Снегиревке. Она меня посмотрела, увидела отеки и устроила на дородовое. Несколько дней до родов я провела там. Меня разместили в палату на 4. У одной из девочек был телевизор. Мы его по вечерам смотрели. Однажды показывали «Небеса обетованные» Рязанова. До 8 первая серия и после 2. Я уснула до окончания кино, уже не слышала, как девочки укладывались. Проснулась от схватки часов в 12 ночи. Тихонько поднялась и вышла. И с удивлением увидела на диванчике около входа спящую дежурную медсестру Маргариту. Какие-то имена по ходу моего рассказа, я не все имена помню, а какие-то буду даже заменять умышленно. Около входа в палату было что-то наподобие предбанника, и там стоял кожаный диван, красивый, элегантный, возможно, столетней давности. Мы днем на нем отдыхали, читали, даже не догадывались, что по ночам на нем спят. Я проскользнула мимо дежурной и стала гулять по коридору и смотреть в окна. А за окнами шел снег, первый снег за долгое время. Свет везде был погашен, и вот только большие окна. Снегиревка – историческое здание, ему 255 лет, с высокими сводами, что дает ощущение простора, воздуха. Мне не спалось, и вот я гуляла. Высокие потолки, большие окна, широкие подоконники, просторные коридоры. И при этом тишина, ни души и не яркий свет, а за окнами падающий снег. Я попробовала было вернуться в постель, поспать, но схватки подняли меня. Вот я ходила, Маргариточка спала, а у меня были вопросы по моему состоянию, и я решила подняться на 4 этаж в родильное, где как раз сегодня дежурила моя Светлана Валентиновна, акушерка. Дошла по коридору до дверей, ведущих на центральную лестницу, а они заперты. Тогда пошла в другой конец, к черной лестнице, второстепенной. Там было открыто. Поднялась до 3 этажа. Выше подниматься не решилась. Как я говорила, свет везде был погашен, и выше лестница казалась совсем темной. Двери от нее в коридор 3 этажа были распахнуты. И вот теперь я пошла этим длинным коридором до центральной части здания. Вот 3 этаж казался абсолютно нежилым. Идешь мимо окон, точно таких же, как были внизу, а вдоль стены сложены какие-то тюки, пакеты, коробки. Добралась до центральной лестницы, там стала подниматься. Здесь осталось несколько ступенек и встретила энергичную даму, докторшу. Она шагала мимо лестничной площадки по 4 этажу, увидела меня внизу, в изумлении подняла брови, открыла рот и так застыла. Я быстро проговорила: «Здрасте, я иду к Светлане Валентиновне». Она продолжала так стоять, тогда я решила, что кто знает, Маргариточка спит, может, и моя Светлана тоже, и добавила: или она отдыхает. Тут дама вышла из оцепенения и выдохнула: она не отдыхает, она работает. А если вы думаете, что вам пора рожать, то возвращайтесь на свое отделение, и пусть вас там оформят и сопроводят сюда, как положено. Вот я отправилась в обратный путь по длинным лестничным пролетам,
По коридору, мимо тюков, коробок, пакетов, упаковок, по темной лестнице на свой этаж. Времени было уже часа 4. Так и прободрствовала всю ночь. В 6, наверное, больница начала просыпаться. Первое, что сказала мне Маргарита, когда я ей сдалась: «Что же ты мне не сказала? Всю ночь ходила, не давала спать. Вот те раз. Что же не спросила?» Да и неправда это. Она сопела, крепко спала. Это я видела. Скорее всего, засыпая в 12 ночи, она отметила, что я прошла мимо, поняла, в чем дело, но взмолилась, чтобы ее не беспокоили до утра. А утром так сказала для своей безопасности. Но я даже рада, что так получилось. Позже еще скажу про это. Ну вот, пока то да сё, здесь подожди, здесь посиди, клизма, да смотри, если что, сама убирать будешь. Позвонила мужу из телефона автомата, обрадовала. Иду рожать. Наконец отправились сопровождающие в родильное. А интересно, что она повела меня тем же самым моим ночным маршрутом. По боковой лестнице до 3-го этажа, по коридору, мимо тюков, коробок, пакетов, упаковок и по парадной лестнице наверх. Я шла медленно, останавливалась пережить схваточки, а она просила поторопиться. Дескать, заканчивается смена, на электричку опоздает. «Да вы идите, — говорю, — я сама потихоньку доберусь. Я дорог знаю». Она: «Нет, так не положено». Но я старалась ей помочь, шла поскорее. К 8 утра мы добрались в родильное. Там тоже не сразу. Здесь постой, здесь подожди. Прислонилась к стеночке. И вот в коридоре у двери родильного ходила женщина и плакала на схваточках. Она так интересно вскрикивала, я таких звуков никогда прежде не слышала. Теперь я понимаю, что это было похоже на исконные народные напевы, причитания. Мимо шел какой-то мужик в белом халате и стал потешаться над ней. «Да хватит уже, надоели твои крики». Она ему: «Да вот 2-е сутки уже рожаю. Первые роды закончились мертворожденным». Он стал что-то ее расспрашивать по ее диагнозу. Он не был доктором нашего родильного, он просто шел мимо. Он глумливо насмехался, а она простодушно рассказывала ему. И вот это все я наблюдала, и у меня не было сил поддать ему пинка и отправить восвояси. Вот. Наконец меня позвали в зал, просторный, пустой, наверное, с десятком кушеток. Указали на одну из них у стены. Она не была застелена простынкой. Ну ладно, стала укладываться на холодный дерматин, а это был январь. Легла и поняла, что лежа проживать схваточки больнее. Встала в уголочке за кушеткой и стала прислушиваться к своим ощущениям. Постепенно стала опускаться на пол. Казалось, что так будет комфортнее. Тут меня заметили. «А что это ты там придумала? На полу не положено». Ну, я смутилась, думаю: ой, может, правда я что-то не то делаю. Как-то прислушивалась к себе и так делала, а тут вот, оказывается, так нельзя. Сказала: «У меня нет простынки». Так, что? Еще тебе простынку? И вдруг другая этой: да это со Светланой Валентиновной. Принесли простынку, расстелили, и снова удивление, кстати. Я таких простыней никогда не видела. Маленький прямоугольничек, его стали разворачивать и застелили всю койку. То есть теперь мы знаем, что такое одноразовые простыни, а в тот момент мы таких отродясь не видели. Ну вот впорхнула моя Светлана Валентиновна: «Все отлично, Дашенька, раскрытие столько-то пальцев,
Скоро родим. Тогда говорили пальцами, не сантиметрами. Но пальцы — это как? А как это пальцы? Чьи пальцы? В какую сторону пальцы? Абсолютно ничего было непонятно. Ведь курсов для будущих мам, и тем более пап, подобных современным, еще не существовало. Сейчас для будущих мам расписывают по неделям, какого размера их малыш, размером с виноградину, абрикос, помидор, яблоко, апельсин или дыньку. А у меня был учебник старый, где медиков учили определять возраст беременности по размеру матки. Например, писали, что в конце 3-го лунного месяца матка величиной с мужской кулак. Вот, мало романтики, да? А в конце 2-го лунного месяца матка имеет размер женского кулака или же размер гусиного яйца. Еще часа 4, сказала Светлана. Забегая вперед, я скажу, что я родила в 10 утра, то есть оставалось уже мне часа 1,5. За это время много успела передумать. Как это возможно, что на планете столько людей, их же всех мама родила? И как это возможно, что женщины рожают больше одного раза? Вспоминала тех, у кого 2 деток. А как же мама нас рожала? А почему никто не говорил, как это больно? Но у меня на этот момент мамы уже давно не было. Но я вспоминала знакомых девочек, старшую сестру своей однокурсницы, к примеру. Думаю, как же у нее 2 детей, как же она решилась на такое? Со Светланой Валентиновной было, конечно, веселее, я не чувствовала себя брошенной. Женщина во время родов ищет поддержку, и если не находит, чувствует себя брошенной. Медицинский персонал был высококвалифицированным, но никогда не опускался до объяснений. Они могли ничего не объяснять, не спрашивать, как женщине лучше, не разговаривали, относились с пренебрежением. Та женщина в коридоре, кстати, наверное, потому стала разговаривать с тем хамом, что с ней за сутки никто не поговорил. Язвительные комментарии, саркастические словечки, чтобы показать, что ты никто и ничто. Это обычное в советских родах дело. Я лежала, пыталась дышать, как нас над Орудовым недавно учила Маргарита. Вдруг нарисовалась рядом какая-то медсестричка с язвительным комментарием. «Чё это вы делаете? Думаете, поможет?» Вот так. В какой-то момент на пороге зала появилась женщина со словами «Скоро рожу». Эта же медсестра тут же попыталась подсечь ее. «Да», но мадам отодвинула ее животом и прошествовала гордо к лежанке со словами «Я знаю, 4-го рожаю». Потом она уронила шпильку, просила ее отыскать и подать, что больше не возвращаться. Ее и правда скоро увели рожать, и меня следом. Когда я рожала, она уже родила и даже еще оставалась в соседнем кресле. Слетелся персонал, четкие указания: дыши, не дыши, тушься, не тушься. После нескольких потуг я родила. 8-10 по шкале Апгар. Так я запомнила. Когда положили сына на живот, и я воскликнула: «Какой он милый!» Та язва не удержалась бросить свое коронное «да». Вот. Вообще, считаю, мне очень повезло. Я легко рожала, а могло бы быть даже еще лучше. Я думала, а что, если бы я разбудила Маргариту? Или что, если бы меня не повернули из родильного в 4 часа утра? Но у меня были много часов тишины, покоя и уединения, и сумеречный свет из окна с падающими снежинками. А что могло бы быть иначе? Могли бы быть яркие лампы, черные окна, громкие звуки, эхо голосов, звон инструментов, масса чужих историй, чужих взглядов.
Можно возразить, но ведь ты была в одиночестве, но я и там была бы в одиночестве. Сама я действовала по интуиции. Если бы меня не торопила сопровождающая, если бы дали принять более комфортное положение, если бы оградили от чужих историй и от язвительных реплик персонала, было бы намного легче. Сейчас я слышу рассказы про нововведения, гипнороды. У них девиз «без страха, без боли», «слышать, доверять». Специалист произносит добрые слова, которые роженице придают силы, помогают успокоиться, расслабиться и не чувствовать боли, наладить дыхание, настроиться на нужный ритм. Но ведь давно, еще до нас, было все придумано. Слово лечит и слово калечит. Русская народная поговорка. Вот родила я, сыночка положили на живот, и он инстинктивно пополз к груди. А я тут же инстинктивно стала подставлять кротику грудь. Медики: нет-нет, не сейчас. В те годы грудь сразу давать не разрешалось. Унесли ребенка, умыли. Бодрый голосок Светланы: сейчас, Дашенька, быстро тебя зашьем, ты немного порвалась, сейчас ты пописаешь, вот тебе ледок на живот, скажи номер телефона, сейчас позвоню твоим. Вот это действительно был подарок. Такой большой сюрприз, как это, сами позвонят. Я себе представляла, что муж вечером идет в регистратуре, справляется, называет фамилию, родила, не родила, или звонит, положим, сам, а тут они сами позвонили, пожалуйста, вот родила. Очень было приятно. Полежала в коридоре, отвезли в палату, уже полную. Нас там было, я не помню, человек 8, может быть, даже 10. И вот последние 2 койки заняли мы с той женщиной, которая родила 4-го. Уже в ближайшее кормление принесли покормить в час дня. В роддоме был жесткий больничный распорядок. В 6 утра кормили каждые 3,5 часа. В 6 утра, в половине 10, в час, в 4:30, в 8 и в половине 12. Чем нас кормили, я не помню, но помню, что мне все очень нравилось, и запомнила молоденькую работницу кухни, которая принесла мне в постель мой первый обед после родов. Вот ее глаза, она смотрела с такой нежностью, действительно как сестра милосердия. Второй такой же взгляд. Вот это была молоденькая работница, а пожилая вечером принесла мне передачу от моего мужа. Работница справочной, хрупкая, маленькая. Бабушка несла тяжелую сумку и тоже смотрела вот с такой же нежностью. Ну, взгляд как в раю, если кто-то понимает. Про подкладки хочу рассказать. Обычные подкладки и трусы не разрешались после родов, так как мы были все зашитые, и не рекомендовалось сидеть. А там все должно было быть чисто, сухо и не соприкасаться с подкладками. Поэтому никаких трусов. Мы лежали, вот эти подкладные лежали под нами. То, что мы использовали, называлось подкладными. Это сложенные прямоугольничком и простерилизованные лоскуты ткани из старых больничных простыней. Кладешь подкладную между ног и идешь по коридору, придерживая руками. Использованные подкладные бросали в бак, чистые доставали из другого. Постепенно выделения у нас шли на спад, но через несколько дней подкладных все равно стало не хватать. Их же кто-то должен был стирать. И мы просто стирали их под краном и сушили на батарее или на спинках кроватей. Представляете? То, что по задумке должно было доставаться медсестрой стерильными щипцами из стерильного бака в чистые руки родившей, стиралось под краном. Вот у нас еще было одно значительное событие в рутине наших дней. Однажды перед кормлением к нам забежала медсестра.
А мы всегда основательно готовились к встрече со своими малышами. Мы причесывались, поправляли постель, мыли грудь и руки. У нас в палате было 2 раковины. И ложились и ждали, когда распахнутся двери, и нам принесут деток. И вот вбегает сестра. У нас на отделении иностранные журналисты. Может, зайдут к вам в палату. Да, и тряпки свои поснимайте. То есть медики были в курсе. Моих знакомых девочек, рожавших летом 92-го, то есть за полгода до моих родов, им стригли ногти при поступлении в роддом и мазали йодом. Теперь-то девицы идут рожать с роскошным маникюром. Вот такая разница. А я любознательная. Все лежат, а я поднялась и выглянула за дверь, посмотреть, что там происходит, и вижу. Катят наших деток по коридору. Одна медсестра толкает тележку, вторая впереди за ручку управляет. И их сопровождает группа журналистов. Ну, человека, может быть, 4 или даже 5. Все или с кинокамерами, или с фотокамерами, с большими объективами, и они идут, снимают весь этот процесс и целиком всю эту сцену, и кто-то близко объективами в личике наших детей. Это какое-то волшебное, конечно, было действие, но я совершенно не знаю, кто эти люди. Говорили, что это британские журналисты. Что это такое? Как их найти? Где-то же должны были сохраниться эти кадры, это видео и фото. И я думаю, что для британского медицинского издания было разрешено сделать репортаж из нашего роддома, потому что им тогда было все интересно, Западу было все, как нас интересовал Запад в начале 90-х, так им же было все интересно про нас, как рожают, как детей кормят. А все было необычно, все было особенное. Разделение матери и ребенка. Младенцев содержали в отдельной детской комнате и приносили только для кормления. Матери размещались в больших палатах с другими новоиспеченными матерями. Отцам и другим членам семьи не разрешалось посещать. Вот я рожала в январе 93-го, а в феврале 92-го в условиях экономического кризиса роддом имени Снегирева в Санкт-Петербурге, как и многие другие медицинские учреждения страны на самом деле, получал помощь из-за границы. Это были медикаменты, перевязочные материалы, детское питание, памперсы, оборудование, шприцы, перчатки, пеленки. Вот, кстати, пеленка, которая так удивила меня в родильном, одноразовая. Помните тот склад на 3-м этаже? Можно догадаться, что это и была гуманитарная помощь. Поставки были в основном из Соединенных Штатов, но также из Японии, Германии, Норвегии и вот из Великобритании. Эта программа с гуманитарной помощью называлась Provide Hope, подай надежду. И вот интересно, эти журналисты, которые сопровождали тележку с нашими детьми, они были в своей обычной одежде, какие-то свитерочки, джинсы, уличная обувь. Нашим папам было нельзя прийти, навестить, посмотреть на деток и на своих любимых, а тут разрешается. Как раз в 93-м году начали ориентироваться на семью и стали в роддоме имени Снегирева происходить перемены. Уже в 94-м году я там же рожала свою дочь, и нас разместили вместе в одной комнате. В одной палате были мы с ней и другая девочка со своей дочерью. Звали эту девочку Наташа. Восстановление происходило уже намного легче, и роды были легкие и быстрые, и восстановление. Я родила свою дочь в 7 часов вечера,
и нас сразу привезли в отдельную палату. Зашла медсестричка. «Хочешь, я дам тебе ее покормить?» Она положила мне под бочок дочку и вышла. Вышла и больше не возвращалась. Я дочку покормила, а сил, чтобы встать и положить ее обратно в свою кроватку, у меня не было. Мы так и уснули вместе. Ночью я проснулась, почувствовала даже себя достаточно отдохнувшей, поднялась, сходила, помылась и почувствовала очень голодной себя. А в коридоре около двери столовой стоял поднос. На нем лежали кусочки черного хлеба и в алюминиевой кастрюле остатки компота. Так что я прекрасно поужинала и рассказала об этом своей соседке по палате. Детей мы сами мыли и пеленали. Пеленок тоже, конечно, не хватало. Попросили принести из дома. Но, по крайней мере, мы видели ручки и ножки своих детей, когда в январе 93-го я родила своего сына. То мы же даже не видели своих детей обнаженными, и даже в голову не приходило, что можно распеленать и рассмотреть. Нам приносили плотно спеленатые кулечки, и мы кормили деток, и так в таком же виде их возвращали. По выписке из роддома нам каждый обещали из гуманитарной помощи по 10 пеленок, но выписывали нас в выходной, костелянша отсутствовала, а приезжать позже в роддом было некогда и некому. Спасибо, что вы прослушали. Желаю вам легких родов, если вы собираетесь рожать. А если вы моего возраста или возраста моей мамы, то призываю вас поделиться вашим рассказом. Это очень интересно, и это очень ценно для истории. Спасибо.